Соскучились по путешествиям, но не знаете, как лучше спланировать свой отдых? Хотите потусить компанией? Провести отпуск с семьей? Или отправиться в романтическое путешествие? Мы подскажем, что, где, как и почем. В каждом выпуске нашего travel-гида мы будем давать полезные советы, как отдохнуть в той или иной стране. Ведь к путешествиям нужно готовиться заранее. Наш сегодняшний пункт назначения – Италия. Государство с одной из длиннейших в Европе береговых линий, омываемое сразу 5 морями. Величественное, как античные памятники. Загадочное, как средневековые шедевры. Вызывающее, как современная мода. Горячая, темпераментная и очень вкусная. Чао, Италия! Привыкли тусоваться так, что о ваших вечеринках слагают легенды? Тогда вам на Сардинию. Уютный остров в водах Средиземного моря с белоснежными пляжами, горными вершинами, песчаными дюнами и множеством других мест для отрывных тусовок. Саня, посмотри, как красиво! Мы врываемся туда на спортивной машинке! Сардиния – излюбленное место отдыха богачей, как итальянских, так и приезжих. Здесь вилла Сильвио Берлускони может соседствовать, например, с особняком Романа Абрамовича. А домик Брюса Уиллиса находится неподалеку от поместья Джорджа Клуни. Поселиться на Сардинии как раз можно в одной из таких вилл, например, H2O. Занимает 60 тысяч квадратных метров со своим парком, громадным домом и, главное, с 3 бассейнами. Это я просто сейчас в раю, вы понимаете? Да я не уеду отсюда. Все основные города Сардинии находятся на побережье, поэтому перемещаться от одного к другому круче всего на яхте. Каких-то 3000 евро в день. К слову, на яхте и к вип-пляжу, арендованному для закрытой вечеринки, подобраться проще. Уединение все-таки себе могут позволить только очень богатые люди. Питаться на Сардинии нужно в ресторанах, специализирующихся на морепродуктах. Обойдется ужин плюс-минус в 100 евро. Ну а если на Сардинии вдруг захотелось экстрима, вас ждет параглайдинг. Стоимость 500 евро. Это бодрит, я вам скажу, друзья, похлеще, чем итальянский эспрессо. Также на Сардинии можно заняться экстримом гастрономическим и отведать главный местный деликатес – овечий сыр кассу марцу с живыми личинками сырной мухи. А это вообще разрешено санэпидемстанцией? Если вы молоды, любите стильные тусовки, но ваш бюджет ограничен, отправляйтесь в Милан. Напомаженный, как Армани, стильный, как Прада и вычурный, как Дольче энд Габбана, Милан – главный модник среди итальянских городов. Слышите? Слышите, чем пахнет? Правильно, модой пахнет. Одна из главных достопримечательностей Милана – галерея имени короля Витторио Эммануила II. Это один из самых старых торговых центров в мире. И если пошопиться в его бутиках могут не все, то просто погулять и поглазеть на этот архитектурный шедевр может каждый. Ведь вход бесплатный. Вы только посмотрите на эту красоту, потрясающая архитектура, и все это под стеклянным куполом. Еще одна обязательная точка для посещения в Милане – кафедральный собор Дуомо. Один из крупнейших в мире и единственный, построенный полностью
из белого мрамора. Попасть внутрь и насладиться этим величием можно за 3 евро. Я могу сказать смело, что за всю мою историю путешествий, вот в скольких соборах я была, этот, наверное, самый масштабный, который мне доводилось увидеть. Питаться в Милане бюджетнее всего в местных булочных Панзеротти. Фирменный пирожок 2-3 евро. Это однозначно вкусно. Ну а тусить в Милане есть где. Здесь сотни ночных клубов и баров. Причем вход во многие бесплатный. Платить придется только за коктейли. Hello. I'd like to taste some cocktail. А чтобы сэкономить на ночлеге, советуем отправиться на поезде на озеро Кома. Цена билета в одну сторону 7 евро. Установить палатку на берегу озера бесплатно. А вид, который откроется перед вами утром, это бесценно. У-ля-ля! В каждом выпуске мы делимся с вами списком самых ярких мероприятий, которые могут добавить колорита вашему отпуску. Сегодня наш топ событий, на которых стоит побывать в Италии. Самое узнаваемое, самое яркое и самое известное событие Италии – легендарный венецианский карнавал. Проходит ежегодно на протяжении 2,5 февральских недель. Это один из старейших костюмированных праздников в истории человечества, которому уже более 500 лет. Музыка чуть-чуть староватая, вечеринка немного старперская, но мне было весело, я танцевал, это было прикольно. Апельсиновая битва – это самый необычный фестиваль Италии. Проходит в маленьком городке Иврея в конце февраля – начале марта. Участвуют в битве 2 стороны. Первая, так называемые феодальные конницы – символ силы власти и ее самодурства. Вторая – пешие воины – простолюдины, которые борются за свою свободу. Олежа, да поехали отсюда нафиг! Это еще первая из 51 конница! Кто будет платить за наше лечение? Каждый сентябрь туристы со всего мира съезжаются в небольшой городок Асти, чтобы воочию понаблюдать за самыми древними скачками Италии палео. Под это действо площадь в центре города переоборудуют в ипподром. А жокеи со всех городков провинции Асти готовят своих лошадей к умопомрачительной гонке. Наездники не используют седла и стремена. Просто наездник и лошадь. Вот в чем мать родила, грубо говоря, лошадь, в том она и бежит. Хотите максимально познать романтическую Италию и готовы прилично потратиться? Ваш выбор – Амальфитанское побережье. Это сразу 3 маленьких городка, словно сувенирные открытки. Яркий Амальфи, колоритный Соренто и уютный Позитано. Я, честно, даже уезжать не хочу. Вид сказочный. Насладиться всей красотой Амальфитанского побережья можно только с яхты. Аренда 8000 евро. Но то, что получаешь за эти деньги, стоит каждого потраченного цента.
Посмотрите, с берега этого всего просто не увидеть. Прямо на скале рассыпался город. Домики будто повырастали, как маленькие белые цветы. Поселиться на Амальфитанском побережье роскошнее всего в Гранд-отеле «Эксельсиор Витория». В номере, в котором частенько останавливался итальянский тенор Энрике Карузо. Обойдется такое удовольствие в 3600 евро. Хочется вдохнуть в себя это все. Так. А на ужин стоит отведать фирменную для амальфитанского побережья пасту. Ее фишка в соусе из лимона. Вот я никогда бы не могла подумать, что паста с лимоном – это так вкусно. Это обязательно стоит попробовать. Ну а чтобы сразить свою вторую половинку наповал, закажите за 4000 евро романтическую вертолетную прогулку, во время которой вы пролетите над островом Капри, над вулканом Везувий и островами Легале. По легенде, здесь жили русалки, которые топили корабли. За это морской бог Посейдон и превратил их в эти острова. Ну, как по мне, это вылитый дельфинчик. Вот, смотрите, мордочка, хвостик, маленький дельфин. Готовы доказать, что романтический уикенд возможен и за небольшие деньги? Поможет вам в этом Венеция. Легендарная, помпезная, величественная и исчезающая. С каждым годом Венеция все сильнее уходит под воду, поэтому стоит поспешить, чтобы застать ее во всем великолепии. Яхты, гондолы, соборы. Красота! Здравствуй, Венеция! Ух! Передвигаться по Венеции бюджетнее всего на Вапоретто, речном трамвайчике, который доставит в любую точку города и даже на ближайшие острова. Одна проездка стоит 7,5 евро. Так как я собираюсь съездить на несколько соседних островов, я взял себе проездной. Он стоит 30-очку. Это очень много, но поверьте, это самое выгодное предложение. Венеция – это в первую очередь каналы. Главный Гранд-канал, по сути, это центральная улица города. И в разные времена в водных дворцах на Гранд-канале жили самые знаменитые и великие люди мира. Вот здесь, в этом доме, жил лорд Байрон, а вот в этом доме Джордано Бруно. Ну, в принципе, заметно, да, он немножко подгоревший. Главная достопримечательность города находится в самом его центре, и ее посещение абсолютно бесплатно. Мамма мия, ребята, вот она, одна из самых известных площадей на планете Земля, площадь Сан-Марко. Питаться в Венеции бюджетнее всего в мини-кафешках. Они называются бакари. Заказывать нужно чикетти, стоит от 2 евро. Это мини-бутербродик с разными начинками – мясом, сыром или морепродуктами местного улова. Ну да, это какая-то особенная креветка. Смотрите, здесь внутри не мясо, а там как будто бы корка какая-то красная. Чтобы бюджетно поселиться в Венеции, нужно немного отъехать от самого города. С центрального вокзала каждые 10 минут ходят электрички до города Местре. По сути, это материковый спутник Венеции. Вот только проживание там в 2 раза дешевле. Вот, например, койка в хостеле «Вомбатс» обойдется вам всего в 21 евро. Смотрите, молодежно, стильно, чисто. Одни едут в Италию, чтобы отдыхать на море, вторые, чтобы насладиться красотой городов эпохи Ренессанса, а третьи, чтобы есть, есть и есть. А в перерывах тоже есть, потому что не есть в Италии невозможно. Представляем наш топ блюд, которые обязательно нужно попробовать в Италии, без всяких попсовых пиц и паст. Один из самых изысканных итальянских деликатесов – это флорентийский стейк. Готовят его только из мяса местной белой коровы кьянины.
Оно вообще не маринуется. И во время жарки запрещено использовать любые специи, иначе стейк перестанет быть флорентийским. Но главная его фишка – внутри он практически сырой. Стоит от 50 евро за порцию. Уж невероятно тает во рту. Не нужны никакие специи, ничего не надо. Просто приготовить его правильно, по-флорентийски. Муа. Десерт тирамису сегодня подают едва ли не в каждом ресторане мира. Но мало кто знает, что придуман он был в Италии, в городке Тревизо, что неподалеку от Венеции. И попробовать тирамису стоит именно в том ресторане, где он впервые увидел свет – Ле Бичери. Причем стоит десерт всего 7,5 евро. Он вообще не похож на другие десерты. Это не торт, и не суфле, непонятно что, но вкусно. Класс. Мечтаете об идеальных итальянских каникулах для семьи, но не за все деньги мира воплотить мечту сможете в Тоскане. Этот регион называют душой Италии. Здешние пейзажи самые фотографируемые в мире. Архитектура – шедевры эпохи Возрождения, а местная атмосфера – источник вдохновения. Слушайте, да это же сплошнейший unbelievable. Начинать знакомство с Тосканой советуем со столицы региона Флоренции. Это самый настоящий музей эпохи Ренессанса под открытым небом. Главные достопримечательности города – дворец Веккио с фресками Леонардо да Винчи, мост Понте-Веккио и, конечно же, 700-летний собор Санта-Мария-дель-Фьоре с огромнейшим куполом, украшенным росписью. Я не понимаю, как в то время можно было расписывать купол на такой высоте. У этих художников что, были крылья? Второй город, без посещения которого визит в Тоскану не засчитывается, это Пиза. И все из-за нее. О! Пизанская башня! Подняться на Пизанскую башню можно за 18 евро. Дурная фотка на память на ее фоне. Бесплатно. Нет, выше надо. Вот так вот. А еще в Тоскану все туристы едут ради посещения термальных источников. Самые известные термы Сатурнии. Их огромный плюс – они бесплатны. Лечебный эффект в воде дает повышенное содержание серы, ведь она берет начало в кратере потухшего вулкана. Несмотря на комфорт пребывания в этой благотворной водице, которая очень теплая и помогает здоровью, она жутко пахнет серой. Поэтому будьте готовы к легкому оттенку тухлого яичка. Передвигаться по Тоскане можно либо на электричках, билет обойдется плюс-минус в 5 евро, либо арендовав мопед за 35 евро в сутки. Сейчас я ваши все красоты тут смотрю. Поселиться в Тоскане всей семьей бюджетнее всего в одном из кемпингов. Аренда шатра стоит от 25 евро. Ну а питаться в Тоскане можно фастфудом. Он тут тоже с местным колоритом и историей. Представляете, этому сэндвичу 500 лет. Я сейчас ем ту самую пищу, что когда-то ел Леонардо да Винчи, Микеланджело. Это так вдохновляет. Ну а если бюджет вам позволяет не задумываться о лишних тратах, отправляйтесь всей семьей в Рим. Вечный город, главный мегаполис античности, город-империя, город-триумф. Рим как импозантный итальянец в годах, стильный, харизматичный и чертовски привлекательный. О, ну здравствуй, Рим! Рим – один из самых посещаемых городов мира. Ежедневно сюда приезжают десятки тысяч туристов. Но по статистике большую часть времени они проводят в пробках.
Поэтому для осмотра главных достопримечательностей советуем выбирать гироскутер. Аренда 15 евро в час. Гироскутер Pontific 6M. Убойная штука. Главная достопримечательность города, мимо которой пройти нельзя, конечно же, Колизей. Советуем идти туда, когда на Рим опускается ночь. Стоит такой опыт 150 евро. Однозначно здесь должен побывать каждый. Вот ты смотришь на все это, и просто воображение в голове рисует какие-то картины, которые прям здесь же и оживают. А еще Рим уникален тем, что отсюда пешком можно попасть в другое государство. Самое маленькое в мире – Ватикан. А если есть лишние деньги, то можно заглянуть и за кулисы Ватикана, в собор Святого Петра и Папский музей. Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи. Вот все, что самое лучшее было в мире, все стекалось к папе. Лучшие картины к папе, гобелены к папе. Отобрали золото у индейцев к папе. Как он сам любил говаривать, come to папа. Питаться в Риме нужно, конечно же, в ресторанах. Желательно с видом на Древний Рим. Обед в таком месте обойдется плюс-минус в 100 евро с человека. Ну а жить в Риме всей семьей удобнее в роскошных апартаментах в самом центре города. Сутки в таких хоромах Цезаря стоят приблизительно 1000 евро. Так и хочется вот это вот. Рома! Рома! Аморе мио! Надо сказать, что в данном контексте Рома — это не мужское имя, а итальянское название Рима. Италия – очень популярное туристическое направление. Здесь куча мест, где можно с умом потратить деньги. И не меньше мест, где можно глупо переплатить за воздух. Поэтому мы подготовили для вас несколько советов, как в Италии не выбросить евро на ветер. В Италии чаевые – это не столько желание клиента, сколько правила заведения. Поэтому почти во всех кафе они включены в счет. Я очень счастлива, потому что съела лучшую в мире пиццу и оставила 3 евро чаевых, причем даже не зная этого. Большинство итальянских кафе и ресторанов открываются в 7 часов вечера. В это время местные как раз собираются на ужин. А перед ужином у них обычно время аперитива. С 5 до 7 часов вечера в кафе можно заплатить фиксированную сумму за бокал белого сухого, обычно это 9-10 евро, а еду получить в придачу совершенно бесплатно. Причем all inclusive. Для меня эта акция просто превосходна, традиция превосходна, потому что, где дешево и богато еды, это для меня. Ну вот, к поездке в Италию вы теперь готовы на все 100%. Мы не останавливаемся и готовим для вас новую порцию полезных тревел-гидов по странам, в которых вы точно захотите побывать.